Какой должен быть маникюр у подолога? По мнению нас, я считаю, что он должен быть сдержанный, в натуральных оттенках и ни в коем случае не длинный, потому что это будет мешать. И такой же маникюр я советую тем, кто работает в медицинских учреждениях, ну и всех таких похожих каких-то смежных профессиях. У меня тут как раз есть красивые баночки с интересными оттенками. Это торговая марка Mia. Мы сегодня ее протестируем и попробуем. Здесь, кстати, вот коротко о том, что материал не нужно выкладывать очень толстый, что внутри он может не просохнуть. Но эта база неплохая. Посмотрите, как она хорошо держит арку и не ломается. Она гнется и очень-очень послушная. Сегодня попробуем ее в работе. Но сначала снимем старое покрытие. Здесь у нас прекрасно отстояла база Именька. Эти ногти, кстати, делала Женя Имень. Мы ездили тогда в Москву с нашей Леной, а обладательница ногтей — это моя Лена, которая подолог. В общем, здесь все на месте, поэтому давайте скорее сделаем маникюрчик. Сняли все старое, ногти нормально так отросли, то есть там чуть ли не наполовину уже. Ну, Лена всегда очень долго ходит, потому что времени у нас часто не хватает. Я осуществляю свою стандартную подготовку в любимой технике с использованием пилочки 180 грит. Подготавливаю ногтевую пластину и также слегка подбираю провисающие параллели. А вот форму пока делать я не буду. Дальше мы используем тальк. А в случае с ногтями Лены это крайне важный момент, потому что кожа влажная и такая резиновая. В общем, она тяжелая достаточно в работе, и мы приноровились делать это именно в такой технике. Дальше я буду использовать алмазную фрезу. У меня Биотек, она имеет тупой кончик. Я осторожно и не глубоко обработала ногти. Дальше переходим к срезу. Методом, путем проб и ошибок и всего, что только можно, мы определили, что для Лены больше всего подходят ножницы. Не моя любимая кусачка, а именно ножницы, ну, либо твизеры. Делаем неглубокий срез, слегка зашлифовываем, приводя все в порядок, и наши ногти полностью готовы к покрытию. Шлифовка 50-м шариком на низких оборотах. Дальше вытряхиваем и убираем всю ненужную нам пыль, для того, чтобы ноготочек был чистым и красивым. После этого переходим, у нас все стандартно, это обязательно дегидратор, дальше у нас будет праймер. С Леной дегидратор у меня это обязательная ступень, повторюсь, потому что влажненько, чтобы все точно держалось. Праймер у нас проветрился, высох, и теперь мы готовы нанести базу под ложку, каучуковую. А здесь, кстати, есть пометка cold, это значит, что она не будет печь в лампе, но мы не собираемся ей выравнивать, хотя можно было бы. Мы с помощью этой базы наносим под ложку. Советую делать это ровно в 3 движения для экономии времени. И дальше основной объем и также легкую коррекцию мы выполним вот таким красивым оттенком базы. Он мне понравился больше всех, мне кажется, он самый-самый натуральный. На свободный край я выкладываю небольшой бортик и просушиваю его. Это нужно для того, чтобы слегка приподнять подклевывающий ноготочек, ведь в конце нас ждет опил. А после просушки я распределяю небольшую каплю материала, восстанавливая недостающий объем и архитектуру наших ногтей. Для этого я использую синтетическую кисть и напомню, что наши базы находятся в удобных баночках, шайбах. С помощью тонкой кисточки помогаю себе материал растащить во все стороны, чтобы было равномерное красивое покрытие. Просушили, сняли липкий слой и опил с помощью пилочки. Я опиливаю свободный край и нижнюю треть ногтевой пластины на случай, если там где-то есть небольшой наплыв. А форму мы будем делать, ну, наверное, что-то типа скво, то есть не квадрат и не овал уже. Есть небольшая толщина, от которой я легко избавлюсь с помощью фрезы малышки. Эта фреза, пожалуй, мой прям фаворит из того, что есть, из всех ТВС-ок, она просто классненькая. Делаем красивый изящный торец и останется просто перекрыть топом. Я это делаю без какого-то там особого выравнивания, потому что поверхность очень ровная. Посмотрите, как плавно выходит цвет от кутикулы, то есть такой как легкий градиент, там нет объема, и насколько гармонично смотрится наш ноготочек. Я считаю, что такой маникюр для подологов либо медиков будет очень уместен. Напишите, пожалуйста, ваше мнение.